Предлагаю новую модель пинетки-ботиночки для мальчика. Выполнены из ниток двух цветов: кремовый как доминирующий цвет и темно-коричневый. Как украшение внизу две полоски темно-коричневого цвета. Если вам понравилась такая модель, буду очень рада. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Хочу предложить вам пинетки, вяжутся несложно. Эта модель называется пинетки-ботиночки на 3 дырочках, без люверсов. Как украшение внизу две полоски. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Для изготовления такой модели мне понадобятся нитки темно-коричневого цвета и нитки кремового цвета. Они немножко тоньше коричневых ниток, поэтому я добавила вискозную нить. В 50 граммах 165 метров. Изготовитель предлагает крючок 2,5. Я буду вязать двумя крючками. Оба на 2, но они немножко разные. Вот этот крючок китайского производства, он немножко толще. Крючком вот этого размера я буду вязать подошву и верхнюю часть пинетки, вот эту и вот эту, буду вязать крючком номер 2 вот этого цвета. Так как этот крючок толще, то я буду вязать только бортик, вот эту часть. Крючком меньшего размера я буду подбирать и прятать хвостики. 2 маркера для того, чтобы наметить или переднюю часть пинетки, ножницы. Итак, я начинаю. Вязание своего изделия начинаю с подошвы. Две подошвы у меня уже связаны. На моем канале есть видео по вязанию такой подошвы. Она состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Итак, две подошвы одинаковые, плоские, без мини-бортика, поэтому нет разницы, с какой подошвы я буду начинать. Я начинаю сначала формировать нулевой ряд для того, чтобы перейти на другую плоскость, чтобы угол был 90 градусов. Я беру подошву изнаночной стороной ко мне. Так как у меня две подошвы, лицевая сторона это будет внутренняя, а это будет внешняя сторона, которая будет складываться вместе вот таким образом, и изнаночные стороны будут как раз находиться внутри. Мини-бортик я сделаю крючком номер 2. По окончании последнего ряда у меня из одной петли вывязаны 3 петли. Ориентируюсь таким образом, чтобы 2 петли были забраны. В следующую петлю вкалываю крючок вот таким образом и формирую уголок. Беру 2 нити, вискозную и хлопчатобумажную, протягиваю через эти 2 петли, закрепляю. И вторая петля, которая у нас использовалась, она всегда будет как первая. Вновь формирую уголок, провязываю столбиком без накида. Следующая петля. Во вторую петлю, которая была вторая, становится первой. Формирую уголок. Столбик без накида и так далее. Эта операция повторяется до самого конца. Получается маленький бортик. Его сразу видно, что он 90 градусов. Здесь у нас петли. Вот они. И вот они петли для того, чтобы сделать бортик. Итак, я провяжу до конца этот бортик и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, подготовительный бортик готов. Теперь я беру крючок большего размера, соединяю этот ряд соединительной петлей. Закрепляю и из этой же петли вывязываю петлю. Бортик я буду вязать столбиками без накида. Состоит из 6 рядов. 5 рядов без изменения, не убавляя и не прибавляя. И в 6-м ряду я на мысе убавлю 4 петли. Вот уже формируется основной бортик. Так мне нужно связать 5 рядов. Мы встречаемся тогда, когда 5 рядов в высоту будут связаны. Итак, я связала 5 рядов и начала 6-й ряд. В 6-м ряду появились маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель, петли под маркерами. В работе не участвуют. Значит, это у меня вот именно вот эти петли 20 петель. В этом промежутке я буду убавлять 4 раза. Я уже начала 6-й ряд. До маркеров нет никаких изменений. Сейчас довяжу до маркеров и буду убавлять. Маркер удаляю. Петлю под маркером провязываю. Столбик без накида. И со следующей петли начинаю убавление. Беру первую долю и вторую. Вот таким образом. Провязываю вместе. Столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2,
3, 4. Делаю следующее убавление. Первая петля и вторая петля. Провязываю вместе столбик без накида. Вновь 4 петли интервал. 1, 2, 3, 4. Следующее убавление. Первая полупетля и вторая. Провязываю вместе столбик без накида. Мне нужно провязать еще 4 петли интервал и убавить последние петли. Провязать до конца и закрыть ряд. Я провяжу самостоятельно до конца этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, бортик у меня готов, состоит из 6 рядов, 5 рядов без изменения и 6 ряд убавлен на 4 петли. Посмотрите, как смотрится закругленный такой мысик, симпатичный. Теперь я сделаю 2 вот эти полоски. Я обычно делаю это сразу. И этим же крючком, которым я вязала бортик, я буду вязать соединительными петлями коричневой пряжей по лицевой стороне. Делать это я буду свободненько. Вот так. Я привяжу самостоятельно 2 полоски. Мне их нужно 2 сделать. И покажу вам следующий этап работы. Итак, бортик полностью готов. И уже наметила маркерами центральные 32 петли. Это у меня на мыс и на продвижение. Мыс у меня будет начинаться с 8 петель. Увеличивать я буду до 12. 32 минус 8. Это первые 8 петель, с которых я буду начинать. Будет 24. 24 в данный момент это на 2 стороны, на увеличение мыса и на продвижение. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начну вязать. Вязать я начну нитками темно-коричневого цвета за заднюю долю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 петли я начинаю вязать за заднюю долю и буду я вязать крючком номер 2. Итак, 8 петель за заднюю долю. Первая петля закрепляющая, и из этой же петли вывязываю вновь петлю 1, подтягиваю хвостик и буду его ввязывать в вязание 2, 3, 7 и 8. Последняя 8 петля. Теперь посмотрю с другой стороны, на середине ли я. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот теперь я на середине. Продолжаю вязать. Последующие 2 петли также из середины петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Ниткой перекрываю первую петлю и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 3, 8 и 9. Прибавилась 1 петля. С этой стороны завожу крючок вот таким образом с лицевой стороны и в середину петли вкалываю крючок. Подбираю нить, первая соединительная петля и вторая соединительная петля в рядом стоящую петлю из середины петли. Разворачиваю вязание, и здесь уже очень хорошо видно первая петля и вторая. Так как я прибавляю еще петли, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9, 10. Вот у меня уже в работе 10 петель. Мне нужно 12. Это значит, мне нужно прибавить еще 2 раза. Я прибавлю самостоятельно 2 раза и покажу вам следующий этап работы. Я набрала нужное количество мне петель. Они составляют 12. Это у меня будет полная ширина мыса с 8 и до 12. И теперь я буду продвигаться до маркеров, не прибавляя центральные петли. Также по-прежнему из середины петли забираю первую соединительную петлю, вяжу и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание, нитью перекрываю первую петлю, вторая петля вот она и третья вот. Первая, вторая и третья. С третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 3, 11 и 12. С другой стороны точно так же подбираю из середины первую петлю, соединительная петля и вторая соединительная петля.
Здесь уже четко видно первая петля, вторая и вот она третья. С третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 10, 11 и 12. По-прежнему на середине 12 петель. Петли посередине не прибавляются. Итак, мне нужно довязать до маркеров несколько рядов. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, мысик готов. Теперь я буду продолжать вязать дальше. Я буду формировать язычок. Для язычка мне нужно добавить 2 петли, чтобы у меня центральная часть была не 12 петель, а 14. Я из первой петли провяжу 2 раза. 1 и 2. И из последней 2 раза. 2, 3 и 14 для подъема. Итак, я начала вязать язычок, прибавила 2 петли, и теперь у меня в середине 14 петель. Язычок у меня вместе с мысиком вот от начала вязания мыса составляет 24 ряда. Язычок у меня прямой. Я провязываю 24 ряда, и чтобы все края были ровные, обвязываю его со всех сторон. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, передняя часть готова, язычок связан, почти готово. Мне остался еще вот этот кант спрятать, вот эти полосочки. А я приступаю к задней части пинетки. Язычок спрячу вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Вот здесь вот у меня переднюю часть пинетки я вязала не за полную петлю, а за заднюю долю. Так вот, я возьму первые 3 петли, 1, 2, 3, и начну вязать от этого начала. Третья петля. Придерживаю пальцем, закрепляю. И из этой петли вывязываю вновь петлю. Вторая полупетля и третья. И теперь перехожу на полные петли. Вязать я буду по-прежнему столбиками без накида. Вот начало вязания, и посмотрите, вот уже виден запах между задней частью и передней частью, чтобы не было зазора между язычком и боковинками. Также провяжу с этой стороны и подберу 3 петли вот с этой стороны. Мы повстречаемся тогда, когда ряд будет готов. Первый ряд провязан, петля подъема, разворачиваю вязание, вот эту петлю пропускаю первую и со второй начинаю вязать. Во всех изнаночных рядах, это будут черные ряды, второй, четвертый и так далее, буду пропускать с каждой стороны для того, чтобы сделать скос на боковинках по одной петле. Также по-прежнему вяжу столбиками без накида. С этой стороны предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю провязываю. Я провяжу этот ряд самостоятельно до конца и покажу вам следующий ряд. Провязала второй ряд, убавила с этой стороны также одну петлю и приступила к вязанию третьего ряда. Все нечетные ряды провязываются без изменений, без убавлений. Я делаю убавление только через ряд. Начала уже вязать третий ряд, и в третьем ряду я буду убавлять на пятке одну петлю. Этим самым я сделаю пяточку немножко кругленькую, чтобы пяточка малыша не выскакивала из ботиночка. Вот я довязала до середины, я складываю пинетку пополам, ищу условную середину, пропускаю петлю и провязываю ее немножко поплотнее, чтобы петля, следующая петля была точно такого же размера, как и предыдущие петли, чтобы не образовалась дырочки. Это уже третий ряд. В высоту задней части мне нужно провязать 8 рядов. Это значит, мне осталось 5,5 рядов. Я провяжу 5,5 рядов, свяжу заднюю часть и покажу вам следующий этап работы. Бортик готов, он состоит из 8 рядов. И я теперь хочу обвязать вот эти вот неровные края, так как я буду уже через ряд формировать петельки. Нитку не отрезаю, я делаю петлю, пропускаю через эту петлю мою пинетку, затягиваю аккуратненько ее. И следующую петлю, это будет 4-я петля, делаю протяжку. Натягиваю очень сильно и буду обвязывать полностью всю заднюю часть для того, чтобы сделать ровненькие края. Одновременно протяжку провязываю, чтобы ее не было видно. Самую верхнюю петлю я из одной петли делаю 2 петли, так как я перехожу на другую плоскость. Вот так мне нужно обвязать полностью. И мы повстречаемся, когда будет провязан весь ряд, когда я буду стоять вот на этой стороне.
Я полностью обвязала заднюю часть пинетки столбиками без накида. И у меня с каждой стороны получилось 9 петель из этой. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и подбираю последнюю петлю с этой стороны, чтобы у меня была симметрия. Беру вот эту петлю, немножко подтягиваю ее, провязываю вместе, закрепляю. И с этого ряда я начну вывязывать петли. Столбик без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. В промежутке между петельками 2 столбика без накида. 2 воздушных петли. Петлю пропускаю. В промежутке между петельками 2 столбика без накида. 2 воздушные петли и петлю пропускаю и выхожу на вершину. Вот таким образом. Я провяжу вверх также столбиком без накида и сформирую с другой стороны петельки. Вот такие петельки у меня получились. И они. Вот одна, вот вторая и вот третья. Также буду ориентироваться, чтобы у меня 2 последние петли были столбики без накида и самая верхняя петля была вот тут вот наверху. Я провяжу самостоятельно этот ряд и покажу вам следующий, как я укрепляю эти петли. Итак, я сформировала с другой стороны петельки. У меня также получилось их 3 штуки. Не забыла, что у меня 2 последние петли это столбик без накида. Нить закладываю с изнаночной стороны. Также у меня петля, посмотрите, нить я не обрезаю. И вот эта первая петля, с которой мы уже начинали работать, я вновь ее использую. Подхватываю вот эту петлю и провязываю вместе. Вот вывела на лицевую сторону, без закрепления начинаю укреплять свои петли. Первая петля, столбик без накида, и вторая. В арочку 2 петли, 2 столбика без накида. В промежутке между петельками 2 столбика без накида и так далее. Вот это последняя петля. Я вышла на вершину. Я также обвяжу верх пинетки. Вот у меня образовались 3 петельки. Очень качественные, очень хорошие петельки. Они не порвутся. И рисунок не меняется. Вот посмотрите, я иду туда по лицевой и возвращаюсь по изнаночной. Итак, я обвяжу до конца. И это последний ряд кремовой нитью. Обрежу ее и спрячу. И покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я связала ботиночек. У меня осталось еще несколько видов работ. Это закрепление верха пинетки и закрепление и украшение это в одном подошва и шнурок. Я сначала обвяжу верх пинетки. Вот эту часть. Буду я обвязывать с лицевой стороны соединительными петлями. С самой первой петли начинаю вязать. Вкалываю крючок в самую первую петлю и начинаю обвязывать каждую петлю. Соединительными петлями я буду делать петельки средние, не очень широкие и не очень маленькие, потому что этот кант сам по себе очень важный, он не дает краю пинетки растянуться. Вот таким образом. Вот. Этим самым я укрепила край. Посмотрите, край стал намного толще, потому что вот этот кант, он дает объем, не тянется. С внутренней стороны получаются вот такие стежочки. Петля еще больше укрепляется. Это уже получается для петли 3-й ряд. Итак, я обвяжу до конца и покажу, как я обвязываю вот этот кант. Вот обвязала кант и теперь приступаю к вязанию канта. Чтобы объемный был стежок, я возьму крючок чуть-чуть побольше. Опять пальцем поддерживаю. Это немножко кропотливо, но зато смотрится потом красиво. Вот так. Вот этот кант у меня остается по низу. Я сверху этого канта вот обвязываю вот эти стежки, чтобы их не было видно. Просто-напросто закрываю. Вот так я довяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, обвязала. К сожалению, нитка не такая толстая и полностью не закрывает. Теперь мне осталась одна из заключительных частей. Это привязать вторую подошву и вставить в
вкладыш крючком, намечаю вот эту серединку. Вот она у меня. Снаружи она, вот она. Это 2 точки, самое начало. Точно так же ищу во второй подошве, так как они у меня одинаковые. Расправляю нитки, я их не убираю. Прикладываю плотненько, очень плотно. И чтобы подошву не повело, вот так вот ориентируюсь, плотно приложила и сразу параллельно вкалываю крючок вот как раз в 2 подошвы. И буду обвязывать 2 подошвы соединительными петлями по лицевой стороне, вот по этой. Буду делать я это очень свободно, чтобы не затянуть подошву. Вот как раз в этом случае здесь очень хорошо подойдет крючок большего размера. Вы можете наметить, а потом перейти на крючок большего размера, и можно будет спокойно, без проблем обвязать. Вот таким образом. Полностью 2 подошвы до конца я обвязывать не буду, я оставлю расстояние, чтобы ставить вкладыш и потом его ввязать в 2 подошвы вовнутрь. Вот посмотрите, как хорошо смотрится. Уже появляется платформа. Я провяжу примерно вот до этого расстояния и покажу, как я вставляю вкладыш и закрываю подошву. Итак, заключительный этап привязывания подошвы. Беру вкладыш и начинаю аккуратненько его вправлять вовнутрь. Все нитки вот эти, я их заправляю вовнутрь, чтобы они мне не мешали. И продолжаю уже закрывать полностью свою подошву с вкладышем. Здесь немножко будет сложно, но всего несколько петель. И он сам будет становиться на место, прятаться, так как зазор будет уменьшаться. Здесь надо сформировать петлю. Теперь формирую здесь полноценную петлю. Вот она. И вывожу ее, чтобы хвостики были рядом. Вот посмотрите, что получается. Теперь загибаю заднюю часть. И хочу, чтобы вот эти 2 хвостика оказались внутри. Вот они внутри оказались. Связываю между собой эти 2 хвостика, но не настолько сильно, чтобы петелька не деформировалась. И распределяю по внутренней подошве в разные стороны. Подошва примнется и хвостики не выбегут никуда. Отрезаю. Вот такой ботиночек. Не хватает только шнурка. На моем канале есть видео небольшое по вывязыванию 2 видов шнурков. Плоского и полого. Вот это полый шнурок, он кругленький. Теперь я вставлю шнурок в ботиночек и покажу вам готовую пару. Заправляем шнурки вовнутрь, чтобы они не висели. Вот такие ботиночки. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада. Если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь. Можете придумать сами или посмотреть видео еще раз, остановить на паузу. Радуйте своих близких, радуйтесь сами от процесса вязания. Дарите малышам свое тепло и свою радость. Я желаю вам всего хорошего, здоровья. До следующей встречи. До свидания.